Приветствуем вас, наши дорогие друзья, на самом добром канале Омских Хвостиков. Мы подготовили для вас выпуск итогов прошлой недели, в котором поделимся свежими событиями нашего приюта. Устраивайтесь поудобнее и давайте начнем с самой приятной ноты. 5 счастливых хвостиков попали в самые лучшие семьи. Начнем с первой выпускницы, которая сначала очаровала нашу команду, а потом уже свою новую семью. Это было что-то невероятное. Мамочка и папочка влюбились в нашу девочку с первого взгляда. Пообщавшись с Хвостиком, они не смогли уже с ней расстаться и с самыми радостными эмоциями забрали выпускницу-красавицу в свой дом. Дорогая Летиция, пусть твоя любимая семья всегда будет рядом и бесконечно дарит только ласку и заботу, а мы будем надеяться, что именно так все и будет. Затем маленький хвостик по имени Зак во второй раз попытал свое счастье в объятиях родителей. Когда первый раз малыш отправлялся домой, к сожалению, вернулся обратно. Его родители были вынуждены это сделать по семейным обстоятельствам. Но Зак настолько очаровательный и милый котеночек, что не остался без внимания посетителей. Для Хвостика нашлась новая мамочка, которая полюбила мальчишечку и решила подарить ему свою семью. Нам хочется верить, что в этот раз Зак уж точно станет счастливым и домашним мурлыкой, и заботливая хозяйка окружит его своей лаской и любовью. Удачи тебе и огромного счастья, малыш! Что может быть лучше, чем известие о новом выпускнике приюта? Конечно же может, когда этих выпускника сразу два. Наши хвостики, собачка Шарлот и котенок Кевин, стали домашними и вместе отправились жить в одну семью. Это событие стало действительно потрясающим, ведь у нас не часто появляются родители, желающие забрать сразу двух питомцев. Мы были в совершенном восторге от случившегося, а наши малыши немного в замешательстве. В тот самый момент они еще не понимали, что с ними произошло, но это точно пройдет, и мы очень надеемся, что дома хвостики подружатся. Ну и в конце прошлой недели усатик по имени Хагрид приглянулся нашим гостям и стал домашним котиком. Ласковый и общительный Мурлыка очень ждал этого момента и дождался. Теперь у него есть мама и папа, которые позаботятся о парнишке и подарят ему свой дом, объятия и любовь. Если сейчас вспомнить события прошлого месяца, когда котик с поврежденной лапкой нуждался в помощи на улице, то на душе стало сейчас тепло, а сердце наше успокоилось. Мы от всей души желаем Хагриду и всем остальным выпускникам настоящего домашнего счастья, много радости, добра и вкусняшек. Также хотим сказать большое спасибо прекрасным семьям за их самые важные и ответственные решения подарить нашим хвостатым деткам свой дом и свою заботу. Пусть адаптация ваших любимцев пройдет легко и без проблем, а жизнь хвостиков в семье станет счастливой. Мы остаемся ждать теплые домашние приветики и продолжаем делать свою работу. Два несчастных животных снова попали под нашу с вами опеку. Собачка пряталась под трубами теплотрассы. По словам очевидцев, после ударов ДТП, раны, повсюду были заметны кровавые пятна, потеря координации движения. И почти сутки Альпа ждала помощи от человека. Забрав собачку, мы сразу же отправились в ветеринарную клинику для прохождения обследования, в результате которого, кроме рваных ран в области таза, сильного тремора и стрессового состояния животного, врачи ничего не обнаружили. Косточки целы, ушибов и гематом нет, вирусных заболеваний также обнаружено не было, но Хвостик постоянно дергает головой и передними лапками. И в чем конкретная причина симптомов, нам может подсказать только врач-невролог. В начале следующей недели Альпу ждут на прием. Возможно, мы будем проходить МРТ. Очень надеемся, что собачки наши помогут, и впереди ее будет ждать только беззаботная домашняя жизнь. А еще у нас появилась новая жительница, большая белая медведица Джерри. К сожалению, судьба собачки сложилась не самым наилучшим образом. Ее хозяин вынужден переехать в другой город из своего частного дома в квартиру, и места для Джерри, увы, не нашлось. Среднеазиатские овчарки очень интеллектуальны. В приюте было несколько представителей породы, и, конечно, собачка понимала, что расставания с хозяином не избежать. Джерри как могла выкручивалась из ошейника, глазами молила не оставлять ее одну, но, увы, хозяин все решил. Момент оказался тяжелым для всех участников. Джерри осталась у нас,
Пришлось сразу садить собачку в вольер, так как она не поместится в боксы. Поставили вакцину. Мы надеемся, что Джерри в скором времени приглянется кому-то ответственному и искреннему. Предательство Джерри очень тяжело переживает. Первые дни она даже не ела и ни с кем не хотела общаться. Сейчас понемногу привыкает к нашей заботе и стала чуть-чуть кушать. Но стресс, испытанный тем днем, оставил большой осадок в ее сердце. Омские хвостики за прошедшую неделю скушали 172 килограмма корма и, как обычно, почти 3 тонны каши. Вот и все новости, друзья. С вами был Леша Слайтер. Увидимся в следующем эфире.